Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента «Условное изображение резьбы» в деталях, сборках и чертежах в программе SolidWorks. В деталях можно создать реалистичную резьбу с помощью инструмента «Резьба» или, например, выреза по траектории. Однако создание реальной геометрии резьбы увеличивает размер файла и замедляет работу модели, особенно в сборках. Поэтому для деталей, сборок и чертежей в большинстве случаев используется условное изображение резьбы. Инструмент позволяет добавить обозначение резьбы без создания реальной геометрии резьбы. Условное изображение резьбы представляет собой меньший внутренний диаметр резьбы на бабышке или больший наружный диаметр резьбы в отверстии и может включать условное обозначение резьбы. Если подвести указатель мыши к линии резьбы, то его форма изменится с добавлением значка условного изображения резьбы. Условное изображение резьбы отличается от других примечаний тем, что оно является внедренным элементом компонента, к которому оно присоединено. Созданное примечание находится в дереве не в папке примечания, а расположено внутри элемента, на основе которого была создана условная резьба. В разных версиях программы это может быть основной элемент или последний элемент в дереве, грань которого имеет общую кромку для начала резьбы, например, фаска. Откроем исходную деталь. Можно до запуска инструмента выбрать на цилиндрическом элементе, бабышке, вырезе или отверстии круговую кромку, с которой будет начинаться резьба. Или запустить инструмент, нажав кнопку «Условное изображение резьбы» на панели инструментов примечания, или выбрав «Вставка», «Примечание», «Условное изображение резьбы». Далее в графической области указываем круговую кромку. В данном случае кромку начала отверстия, а не начала фаски. Также можно выбрать несколько кромок, но только равного диаметра. Далее выбираем чертежный стандарт для условного изображения резьбы. Указываем тип резьбы. И далее выбираем размер резьбы в зависимости от выбранного чертежного стандарта. Допустимые значения для выбранной кромки содержатся в списке. Следующий параметр внутренний или наружный диаметр доступен, если из списка стандартов выбрать «Нет». Тогда можно указать собственный диаметр окружности и выбрать конфигурацию детали. Далее выбираем граничное условие, то есть длину резьбы от выбранной ранее кромки до граничного условия. При выборе до следующего резьба продлевается до следующего элемента, который отсекает резьбу. При выборе через резьба проходит насквозь через существующую геометрию. При выборе на заданное расстояние вводим значение глубины резьбы, которая начинается с выбранной кромки. Чтобы начать глубину от грани или плоскости, нужно нажать «Начать с грани плоскости» и выбрать грань или плоскость. В разделе «Требования к резьбе» показан текст, который будет появляться в поле «Требования к резьбе». Если выбран какой-нибудь стандарт, то условное обозначение резьбы контролируется стандартом и недоступно для редактирования. Если стандарт не выбран, то можно добавить свое обозначение резьбы, но в данном случае недоступен параметр «Отобразить тип». Вернем стандарт, и при включенном параметре «Отобразить тип» в обозначение резьбы добавляется тип «Машинная резьба» или «Цилиндрическая трубная». По ГОСТу таких надписей не предусмотрено, поэтому отключим параметр. Нажмем «Ок». Раскрываем отверстие и видим, что резьба создана, но она не отображается в графической области. Чтобы резьба отображалась по умолчанию, нужно выполнить некоторые настройки. Во-первых, должны быть включены примечания. Нажимаем «Вид», «Отобразить», «Скрыть», «Все примечания». Теперь при нажатии на резьбу она отображается в графической области. Далее нажимаем «Параметры», «Свойства документа», «Детализация». В некоторых версиях оформления должен быть включен параметр «Отобразить примечания» и дополнительно включаем условное изображение резьбы. Нажимаем «Ок». Это же можно было сделать, нажав правой кнопкой мыши на папку «Примечания» и открыть детализацию. Ура! Резьба отображается как в виде окружности, то есть диаметра резьбы, так и отображается длина резьбы на виде сбоку. Можно добавить наглядности, сделав резьбу закрашенной на заданную длину. Снова вызываем детализацию через параметры или папку примечания и включаем параметр «Закрашенное условное изображение резьбы». Нажимаем «Ок». Теперь длина резьбы показана в любой ориентации модели. Следует помнить, что заданные настройки сохраняются только в этом документе. Поэтому, если нужно применить эти настройки ко всем вновь создаваемым документам, то нужно открыть шаблон детали, включить эти настройки и сохранить изменения в шаблоне.
Для редактирования резьбы нужно нажать на резьбу в дереве или в графической области, далее выбрать «Редактировать определение» и внести необходимые изменения. Также в новых версиях программы вносились изменения в функционал и отображение резьбы, поэтому была добавлена возможность обновить устаревшие условные изображения. Для этого нужно открыть параметры, общие и включить параметр «Разрешить обновление условных изображений резьбы». Далее нажать «Ок». Затем в детали или сборке нажать правой кнопкой мыши на верхний элемент в дереве и выбрать «Обновить элементы условного изображения резьбы». Далее перейдем в чертеж этой детали. В чертеже детали резьба сразу отображается на видах и разрезах. Нажимаем параметры, свойства документа, детализация и включаем параметр «Высокое качество» в разделе «Условные изображения резьбы». Также можно изменить тип и толщину линий условного изображения. Выбираем стиль линии и в разделе «Тип кромки» выбираем условное изображение резьбы. И далее можем изменить стиль и толщину линии. Далее добавляем нужные размеры резьбы на виде сверху или в разрезе. Перейдем в сборку, состоящую для простоты из одной этой детали. Если резьба не отображается по умолчанию, то нужно повторить настройки, сделанные в детали. Настройки также можно сохранить в шаблоне сборки. Далее перейдем в чертеж сборки. И в чертеже сборки, в отличие от чертежа деталей, резьба на видах не отображается автоматически. Есть несколько способов добавить резьбу на виды. Для автоматической вставки резьбы нажимаем параметры, свойства документа, детализация. И в разделе «Автоматическая вставка при создании вида» можно выбрать условное изображение резьбы «Сборка» с предупреждением, что это может повлиять на производительность. И так как в чертеже сборки изображение резьбы наносится далеко не на все виды, лучше не включать этот параметр. Также в палитре видов перед перетаскиванием вида в чертеж можно включить импорт примечаний, выбрать условное изображение, и теперь при вставке вида резьба будет отображаться. Если вид уже вынесен, то нажимаем на него и в менеджере включаем импорт примечаний и условные обозначения резьбы. Резьба добавляется только на выбранный вид. И, наконец, можно использовать команду «Элементы модели». Нажимаем «Элементы модели» на панели инструментов примечания или выбираем «Вставка. Элементы модели». В менеджере свойств укажем источник импорта элементов и далее, чтобы не добавлять резьбу во все виды, снимаем галочку и указываем нужный вид. Выберем разрез. Размеры включены по умолчанию, поэтому отключим их и в разделе примечания выберем условное изображение резьбы. Нажмем «Ок». Резьба отобразилась на разрезе. Включенное отображение резьбы можно скрыть, нажав на нее правой кнопкой мыши и выбрав «Скрыть». Перейдем в деталь и рассмотрим создание пользовательского размера резьбы. Выбираем кромку, запускаем условное изображение, выбираем стандарт, и если нас не устраивает предлагаемый набор размеров для выбранной кромки, тогда выбираем в списке «Нет». Задаем требуемый диаметр окружности и выбираем граничные условия. В поле «Требования к резьбе» пишем обозначение резьбы. Нажимаем «Ок» и переходим в чертеж детали. Далее на нужном виде выносим созданный размер пользовательской резьбы. Если нестандартный размер резьбы будет использоваться часто, то его можно добавить в Toolbox. Нажимаем параметры, выбираем отверстие под крепеж Toolbox и нажимаем «Конфигурировать». Далее выбираем отверстие под крепеж, нужный стандарт, отверстие под метчик. Нажимаем кнопку «Добавить новый размер». Вводим значение размера, шага и диаметра. Далее нажимаем «Ок». Размер появился в конце списка. Дополнительно нужно заполнить данные резьбы. Вводим все нужные значения. После этого нажимаем «Сохранить изменения» и закрываем конфигуратор. Созданный пользовательский размер добавился не только в инструмент «Отверстие под крепеж», но и в условное изображение резьбы в выбранном стандарте. Нажмем «Ок». Далее перейдем в чертеж и вынесем размер созданного пользовательского изображения резьбы. На этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.